Языков программирования достаточно много, но де-факто, и можно сказать исторически, стандартом в машинном обучении и анализе данных стал язык программирования Python. Под него собрано множество библиотек. Конечно, могут использоваться и другие языки, как, например, R, Scala или C#, но мы остановимся на Python, потому что он, наверное, самый популярный и достаточно простой для изучения. Есть такой замечательный сайт, называется Anaconda. На нем можно скачать не только Python, но и различные библиотеки под него, которыми пользуются дата-сайентисты, а также все те, кто занимается машинным обучением. Что такое библиотеки? Библиотеки Python – это уже готовые решения, то есть модули с шаблонами кода. Их придумали для того, чтобы людям не приходилось каждый раз заново набирать один и тот же код. Они просто открывают файл, вставляют свои данные и получают нужный результат. Итак, в Anaconda входят все основные инструменты для написания кода, анализа данных и различные библиотеки, которые могут помочь в этом процессе. Первый инструмент – это Jupyter. Это среда, в которой будем писать код и тестировать его. Дальше идут различные библиотеки. Самая популярная – это Pandas. Это библиотека для работы с табличными данными. Она очень напоминает Excel. Вторая библиотека – Matplotlib. Это для визуализации данных, создания диаграмм, графиков и так далее. Третья библиотека – это Scikit-learn. В ней собраны основные алгоритмы машинного обучения. С помощью Scikit-learn можно использовать такие алгоритмы, как линейную регрессию, простые нейросети, дерево решений и так далее. И еще одна популярная библиотека TensorFlow. Она используется для работы с нейросетями различных архитектур. Итак, давайте скачаем Python последнюю версию. На этом сайте его можно скачать и для Windows, и для macOS, и для Linux. После загрузки Anaconda у вас появится ярлычок Anaconda Navigator, либо на рабочем столе, либо в меню «Пуск». Кликаем на него, и выходит такое окно. Нас в первую очередь будет интересовать приложение Jupyter Notebook. И обратите внимание, что не стоит путать его с Jupyter Lab. При нажатии на Jupyter Notebook откроется браузер и появится такое окошко. Jupyter позволяет создавать ноутбуки. Это файлы с кодом Python, которые можно тут же запускать и тестировать, и создавать графики. Давайте создадим папку и назовем ее. Делайте Telegram-ботов на Python. Главная проблема – они выключаются вместе с вашим ноутбуком. Решение есть. Hosting Time Web Cloud. Размещаете код на сервере, и бот работает 24/7. Без перебоев. Настройка занимает 5 минут. Стабильность, скорость, поддержка. Подробная инструкция и ссылка на Time Web Cloud в описании под этим видео. Теперь в этой папке создаем файл или так называемый ноутбук. И код будем писать в ячейках этого ноутбука. В следующих эпизодах мы начнем уже изучать основы программирования Python, самые базовые команды для начального ознакомления. Если по каким-либо причинам вы не хотите устанавливать Python, может быть места не хватает на компьютере или еще по какой-либо другой причине, вы также можете воспользоваться сервисом Google Colab. Это среда, которую Google дает вам в аренду, и где вы также можете кодить на Python, не устанавливая на свой компьютер. То есть это уже готовая система, на которой можно сразу начинать работать. По такой же схеме работает среда Azure от Microsoft. Если у вас есть учетная запись в Microsoft, то можете воспользоваться их тетрадками для Python в их среде Azure без установки чего-либо.
Для базовых знаний в программировании на Python нам также понадобится умение обращаться с так называемыми операторами для управления потоком команд. Это операторы if, while и for. Давайте начнем с первого оператора if-else. Он используется для проверки условий. Если условие выполнено верно, то выполняется блок выражения, называемый if-блок. Если условие неверно, то выполняется другой блок, называемый else-блок. Грубо говоря, мы говорим компьютеру, если случится одно условие, то выполни такую-то команду, а в противном случае выполни другую. Итак, давайте посмотрим, как выглядит оператор if-else на конкретном примере. Мы будем проверять наши числа на то, являются ли они четными или нечетными. Как мы знаем из школьного курса, четные числа – это такие числа, у которых остаток при делении на 2 является 0, а у нечетных чисел остаток при делении на 2 является 1. В Python есть оператор %, который показывает остаток от деления одного числа на другое число. Например, если мы напишем 25% 2, то нам выдаст 1, потому что если 25 поделить на 2, то получается 12 и остаток 1. Если поделить уже 26 на 2, то нам выдаст 0, потому что 26 делится на 2 без остатка. Итак, давайте теперь запишем формулу, которая будет выдавать нам ответ, является ли введенное число четным или нечетным. Number равно, пусть будет число 22, if number %22 равно 0, то print число является четным. Нам по-прежнему выдает, что 0 является четным. Все это потому, что Python выполняет команды по порядку. То есть сначала он прочитал первую строку и поделил наше число на 2, а как мы знаем, при делении 0 на 2 мы получаем 0, то есть остаток тоже 0. Поэтому он выдал команду, которая шла первой, что число является четным. Как вы думаете, что можно сделать, чтобы избежать этого, и чтобы при делении на 0 он выдавал нужную нам команду? Возьмите небольшую паузу, остановите видео и подумайте. Можете даже самостоятельно попробовать в своем ноутбуке. Итак, как вы, наверное, догадались, мы просто поменяем местами строки. Сначала первой строкой мы поставим проверку на то, является ли введенное число нулем, а уже потом проверку на то, какой остаток мы имеем. Еще одно задание, которое вы выполните сейчас самостоятельно. Напишите код, в котором мы указываем скорость движения автомобиля, и если скорость меньше или равна 60 км в час, то мы пишем «Будьте осторожны на дорогах», а если скорость больше 60 км в час, то мы будем писать «Пожалуйста, соблюдайте скоростной режим». Километров в час указывать в коде не обязательно, просто число. А теперь поставьте видео на паузу и можете попробовать выполнить это задание. Ну как успехи? Получилось ли у вас написать этот код и проверить его? Код будет выглядеть следующим образом. Speed равно 61 или какое-либо другое число. Далее, if speed меньше или равно 60. Print будьте осторожны на дорогах.
и if speed больше 60, print, пожалуйста, соблюдайте скоростной режим. Здесь, в принципе, мы можем во второй строке использовать либо еще один оператор if, либо else, разницы особой нет. Давайте проверим разные скорости. И проверим, если скорость равна 60. Если хотите, можете самостоятельно попробовать попридумывать другие условия и попрактиковаться дома самостоятельно. Например, попробуйте написать код, можно ли продавать покупателю алкоголь или сигареты в зависимости от его возраста. А в следующей лекции мы продолжим знакомство с другими операторами. Каждый раз прибавляем к числу единицу. И дальше используем оператор if, который мы уже проходили. Если число равно 10, то команда break, которая обозначает
цикл while, как его можно останавливать с помощью изначально заданного ограничения, либо с помощью команды break. Также мы прошли, как захватывать и использовать данные, введенные пользователем, с помощью команды input. Итак, теперь домашнее задание. Попробуйте по такому же принципу написать код, чтобы компьютер спрашивал вас пароль до тех пор, пока вы не введете его правильно. И если вы вводите правильный пароль, то компьютер выдает фразу «добро пожаловать». Небольшая подсказка. В строке, где вы будете захватывать введенный пользователем пароль, обратите внимание на тип переменной. Будет ли у вас пароль числом или набором букв. Ответ вы увидите в следующем эпизоде. Либо оставлял его неизменным. Для каждого символа в группе, если символ равен m, то увеличить счетчик на 1. Вот эта комбинация плюса и равно означает, что теперь счетчик равен на одну цифру больше. И дальше выводим на печать наш Итак, в этой лекции мы
все ключи в словаре.